Часто можно услышать критику в адрес России за закрытие 100 тысяч заводов с 1991 года. Однако редко кто задумывается о двух важных аспектах. Во-первых, сколько заводов закрылось в других странах за тот же период. Возможно, это общемировая тенденция. Во-вторых, почему эти заводы вообще закрылись? Если бизнес работает и приносит прибыль, какой смысл его закрывать? Представьте себя на месте владельца. Кто станет уничтожать источник дохода? Да, были массовые случаи, когда закрытие заводов связано с преступными схемами намеренного банкротства, выкупа за бесценок и распила на металл. Но надо учитывать и то, что тысячи заводов на территории бывшего Советского Союза были обречены на закрытие после распада железного занавеса и интеграции постсоветских стран в глобальный рынок. Ранее заводы функционировали в условиях, защищенных от конкуренции, с гарантированными госзаказами на несколько лет вперед. Однако после 1991 года российская промышленность столкнулась с конкуренцией на мировом уровне, особенно со стороны Китая. Подобные процессы происходят и в других странах. Предприятия не могут выдержать конкуренцию с китайской промышленностью, где себестоимость производства значительно ниже. А по телевизору в основном говорят о масштабной деиндустриализации других стран, утверждая, что промышленный упадок – это не российская проблема. Однако хочется верить, что Россия уже начала решать эту проблему, и в ближайшие десятилетия мы станем свидетелями мощного экономического возрождения. Чтобы понять этот процесс, давайте рассмотрим, почему в России массово закрылись предприятия. А пока хочу рассказать, как сейчас все-таки можно сэкономить на прохождении ТО, покупке нового автомобиля и оформлении каско. Все это один бесплатный ресурс autospot.ru. Буквально в несколько кликов вы наглядно поймете, сколько можете сэкономить при покупке нового автомобиля за наличные, в кредит или трейд-ин. А если вам необходимо техническое обслуживание, заполняйте параметры и удобно смотрите на карте самые выгодные цены в вашем городе. Ну а если вам нужна каска, сделайте пару кликов и получите за 2 минуты список самых выгодных предложений. Для вас сервис абсолютно бесплатный. Ссылка будет в описании, а мы вернемся к новостям. Возьмем, к примеру, типичный советский завод на Урале. Это капитальное здание с прочными стенами и фундаментом, которые требуют значительных затрат на содержание. Завод также нуждается в ТЭЦ для отопления в суровые уральские зимы, что опять-таки увеличивает расходы. На заводе работает несколько тысяч человек, поскольку в советской системе не стремились к оптимизации кадров, а наоборот старались обеспечить работой как можно больше людей. Советский завод также сталкивается с другими факторами, увеличивающими себестоимость продукции. По телевизору говорят, что работникам нужно платить достаточно высокую зарплату по сравнению с Китаем, где в 90-е годы оплата труда была минимальной. Российские работники имеют больше детей, которых нужно содержать, тогда как в Китае действовала политика «одна семья, один ребенок». Кроме того, продукция, произведенная на заводе, требует долгой транспортировки по железной дороге по всей стране, а водный транспорт, самый дешевый, не всегда доступен. Потребительский рынок России значительно меньше, чем в СССР, что еще больше усложняет ситуацию. Для сравнения, Китай имеет субтропический морской климат, где заводы часто представляют собой простые конструкции без необходимости в отоплении. Плотность населения позволяет избежать огромных расходов на инфраструктуру, а зарплаты в 90-е годы были минимальными. Производство расположено близко к морю, что значительно упрощает логистику. Китай также имел доступ к огромным мировым рынкам благодаря инвестициям Запада, что позволило ему производить товары крупными партиями, снижая себестоимость. Как результат, многие страны, включая Россию, оказались не в состоянии конкурировать с Китаем, предпочитая закупать дешевую продукцию из Китая вместо собственного производства. Однако ситуация не собирается меняться. Хочется верить телевизору, что Россию ждет долгожданный, мощный промышленный бум в ближайшие десятилетия. А как считаете вы, что мы можем сделать для этого?